Let's go. Сюда, блин. Сюда, бля. Я посмотрела все видео с этой премии. Хуже. О, смотри, тут какие-то разъемы еще. Офигеть. Давай. Всем привет! Меня зовут Даша, и я рада приветствовать вас на своем канале. В новом видео я вам покажу свои книжные полки, расскажу про самые любимые книжки и покажу, как у меня тут вообще, что у меня за система и как все стоит. Поэтому давайте начинать. Я уже устала. Так, начинаем с самого первого стеллажа. У меня их всего 3 пока что. Скоро будет 4. Значит, здесь у меня первые 3 полки — это Синдбад. Тут все, что по сериям, по авторам. Тут у меня весь Бакман, вся Пэрис. 3 книги, 3 части. Авторы я еще их не читала, они классные. Это должен быть смешной детектив какой-то интересный. Потом тут у меня 3 книги Симоны Сент-Джеймс и Шерон Гослинг. И не хватает еще одной у этого автора. Дальше у меня все книги Синдбада тоже, но в супер обложках. Есть вот такие красивые с цветными срезами малышечки. Вот, так, здесь мне не хватает одной Салли Руни «Разговоры с друзьями» и 3... но она должна быть вот здесь, но тут уже места, наверное, нет. Я забыла. Не хватает 3 еще этой серии «Моя гениальная подруга». Так, давайте... ну и последняя, Синдбад. Здесь немножечко такой... познавательной литературы, потом то, что в обычных обложках и в мягких. И теперь, что я рекомендую из Синдбада, что я люблю. Очень люблю, конечно же, Бакмана, особенно его трилогию. Я осталась просто под огромным впечатлением. Это та книга, про которую я могу говорить вечно. Дальше я прочитала всю Пэрис. Очень люблю тоже этого автора, жду, когда еще ее книги переведут. Дальше, что еще? Здесь что я читала? Здесь я читала вот эти 2. Вот эту читала тоже. И «Брак по любви» не дочитала. Вот эти 2 я очень рекомендую. Вот это вообще я прочитала на одном дыхании. Она меня прям с первых секунд затянула. Мне безумно понравилось. Это такой детектив. Детектив путешествий, я бы это назвала. А вот это просто тяжелая такая история про палестинских женщин, про их судьбу, про то, как они вынуждены веками жить, потому что, вот такие традиции. Тоже очень рекомендую. И вот это мне очень нравится, я хочу ее прочитать, но я пока еще не добралась до нее. Так, дальше. Что я здесь читала? Здесь я читала «Медовые дни». Здесь я читала «Наши бесконечные последние дни» и «Лгунью». Мне, в принципе, все книги понравились, но такого, что прям рекомендовать, я не могу. Так, дальше. Следующая полочка. Переходим. Здесь у нас, значит, вся Гувер и Беллеттер. То, что у меня есть, прочитала я вот эти вот 6. Тут я рекомендую все, кроме «Стеклянных домов», а у меня их еще и 2, представляете? Одна запакованная, не знаю, что с ней делать. Мне безумно понравилась вот эта, я ее буквально на днях дочитала. Абсолютно восхитительная, шикарная книга, как раз только что Тики-Так сняла про нее. Вот, поэтому очень-очень рекомендую, мне прям безумно понравилось, я осталась под огромным впечатлением, хотя ничего грандиозного, выдающегося от нее не ожидала. Так, дальше. Гувер. Гувер я прочитала пока только вот эти 4. После последней «Сожалею о тебе» я решила поставить пока на паузу ее, потому что было очень странно. Из Гувер я однозначно рекомендую вот эти 2. «Все закончится на нас» и «Все твои совершенства». Гувер очень легко пишет про темы, про которые либо не принято говорить, либо говорить просто тяжело. Здесь это про домашнее насилие, но немножечко с другой стороны, не с той, с которой мы привыкли читать, а это про бесплодие, и тут просто шикарно переданы эмоции и чувства
героев, которые переживают такое вот бремя. Дальше полочка, на которой Пиппи Дастер. И тут у меня, значит, психология. И вообще тут сборная солянка. И иностранная литература. Здесь я очень рекомендую «Важные годы». Если вам от 20 до 30 лет, пожалуйста, обязательно ее прочитайте. Ну, иначе капец. И вот эти две книги «Выбор и дар» Эдит Ева Эггер. Она, когда была маленькой, пережила Аушвиц, где погибла вся ее семья, кроме нее и ее сестры. И она написала вообще эти книги, вот эту в 90 лет, вот эту в 92 года. И это одно из самых сильных и тяжелых произведений, которые я читала, но это то, что прочитать нужно всем, чтобы на свою жизнь немножечко по-другому посмотреть, переосмыслить какие-то моменты и понять, что в вашей власти практически все, что касается вашей жизни. Поэтому вот эти книги я очень рекомендую. Начинайте с выбора. И тут у меня еще есть очень красивые, знаменитые Penguin Books. У меня тут «Доводы рассудка». Мне ее друг из Норвегии привез. Вообще шикарная, восхитительная книга. Конечно же, я ее не читала, я не настолько владею английским. Моя любимая Джейн Эйр в восхитительном издании. Ее в России издают. Ее мне на день рождения подружка подарила тоже. И что еще? Красивая тоже «Грозовой перевал». Это же подружка подарила. Чуть-чуть на итальянском. Ну так, по мелочи. И все, ничего интересного больше нет. Так, теперь переходим ко второму стеллажу. Начинаем сверху. Тут у нас Эксмо, серия «Яркие страницы». Что я здесь рекомендую? Однозначно «Овод». Мне очень понравилось, я уревелась. Так, дальше. Дальше моя любимая Джейн Эйр. Красотка Шарлотта Бронте. Сейчас я вам тут еще иллюстрации покажу какие-нибудь. Вот. Сцена с цыганкой. Ну, вообще красота. Я даже не знала до этой книги, что у ярких страниц бывают иллюстрации. Дальше я здесь точно рекомендую Полианну. Во-первых, она выглядит просто восхитительно. Посмотрите, какая красивая. Ее я рекомендую читать вообще всем. И неважно, какого... Ой, смотрите, тут стикеры остались. И неважно, сколько вам лет, я буду точно это читать со своими детьми, потом с их детьми и так далее. Рекомендую. По этой полке пока что все. Тут в основном классика. Ну да, они другого, собственно, и не выпускают. Следующая полочка у нас идет с магистралью. Ну и тут 3 яркие страницы тоже затесались, тут просто места нет. Здесь у меня всегда на этой полочке лежит книга, которую я читаю сейчас, и все, что мне для этого нужно. Мой блокнотик героев, корзиночка, в которой у меня маркеры, ручка, стикеры, скрепочки всякие и блоки для заметок. И вот я еще сейчас читаю «Хороших девочек не убивают», и самые важные моменты выписываю вот в такой блокнотик. Вот. Это мы сейчас с вами отложим. Значит, магистраль. Магистраль я тоже люблю. И здесь у меня есть фаворит однозначный. Это вот эта вот красавица Мадонна в меховом манто. Турецкий автор Сабахатин Али. Это чудесная книга, которая прочитается очень быстро. Она грустная, но в этой книге очень красиво описана мужская любовь. И после «Королька птички певчей» и после вот этой книги я поняла, что турецкие авторы мне нравятся. И в этом месяце планирую тоже читать, но я про это чуть позже расскажу. Так, здесь мне еще понравилось «4 жизни Хелен Ламберт». Такая вот тоже красавица. Да, она объемная, но она очень легко читается. Конечно же, «Скорбь сатаны». Невозможно тоже красивая, тяжелая. Я ее долго читала, но она стоит любой потраченной секунды. Наверное, пока что все. Тут тоже в основном у меня классика и книги, которые мне раньше были незнакомы. Ну и вот яркие страницы. У меня вся серия Антуана де Сент-Экзюпери собрана. У меня 2 вот формата ярких страниц прямо. Погрызаны, смотрите. Красавица. И 2 вот такого формата. Это тоже яркие страницы, просто вот... Такие они классные, пожелтевшие страницы, потому что на окне стояли. Вот, они у меня тут
тут они у меня стоят. Переходим к следующей полочке. Тут у нас классика. Моя любимая серия от Альпина «Проза». Главные книги русской литературы. Тиффани, как я ее называю. Ну, они просто абсолютно прекрасно, шикарно выглядят. У них великолепное качество. Их приятно держать в руках, их приятно листать. И в начале каждой книги, эту я не дочитала, в начале каждой книги в предисловии есть о чем эта книга, когда написана, как, какие-то факты про ее героев, про ее написание, интересные факты просто про историю вообще этой книги. Абсолютно про каждую, не только про 12 стульев. Так, дальше тут у нас «Атлант расправил плечи». 3 части, 3 книги. И гимн Айн Рэнд, тоже я ее прочитала. Наверное, Айн Рэнд не мой автор, мне ее философия не совсем понятна и, наверное, все-таки не близка, но я не могу судить, потому что я первую книгу не дочитала. Так, здесь такая дешевенькая серия. Я помню, я ее покупала в Ашане в Нижнем Новгороде за 170 рублей за книгу. Тут у меня моя любимая «Театр». Я ее очень люблю. Этого автора вообще. И так, остальное я пока что не читала. Вот до Ямы надо будет как-нибудь добраться. Вот. Дальше тоже немножечко классики. Значит, здесь у нас «Тесс из рода Дербервилли и Гарди». «Ночь огня», которую я как раз планирую читать. Это автор «Королек, птичка певчая». Вот она у меня есть. По-моему, это единственная книга в моей библиотеке, которую я стырила из дедушкиной библиотеки. Читала ее в том году, мне очень-очень понравилось. Книга уже вон вся разваливается, но очень нежно ее люблю и поэтому храню. Так. «Унесенный ветром» в самом красивом издании, по моему мнению. Охотилась долго за ней, но я вам уже это рассказывала. Так, дальше здесь у меня немножечко больших книг. Тоже очень люблю эту серию у них. И издательство мне нравится. Здесь я читала «Замок Броуди». Ну, это вообще, конечно, трэш, но я рекомендую. Читала «Чемодан» Довлатова. Только «Чемодан». Буду дальше с ним знакомиться. А из этого сборника я читала «Белые ночи», тоже мне понравилось. Для того, чтобы начать читать Достоевского, я думаю, идеально подходит эта повесть, этот сентиментальный роман. Так, дальше, что у меня здесь еще? «Женщина в белом», невозможно красивая. Я хочу как-нибудь до нее уже добраться скорее, но пока что нет. И Элизабет Гаскел «Север и юг», тоже мне нравится. Дальше элегантная классика, 5 книжечек. Так, что у нас здесь? Я читала пока что только «Маленькую хозяйку большого дома». Мне понравилось, мне понравился шрифт. Он такой не мелкий и не крупный, идеальный. Странички приятные и вообще довольно приятно ее держать в руках. Я видела очень много отзывов, пишут, что она пачкается сильно, но я читала дома, поэтому у меня как бы все окей, поэтому я решила дальше эту серию собирать. У меня также «Шерли» или «Шерли», Шарлотты Бронте в ней, «Дамское счастье», «Вдали от обезумевшей толпы» Томаса Гарди тоже, и «Мэнсфилд Парк». Вот. И еще в виш-листе у меня из этой серии тоже несколько книжек есть. Поэтому всю, конечно, полку эту я не соберу, но какая-то часть еще будет. Дальше 1984. У меня она есть в ярких страницах, а это книга мужа. Он вот такой вот выбрал такое издание. И, в принципе, мне очень нравится. Выглядит классно. Вот 90 страниц прочитал, и все на этом. В принципе, дальше уже все понятно. Так, и здесь 2 книжки, тоже с интересной историей. «Похвальное слово глупости» и «30-летняя женщина». Я первый раз видела такое издание в маленьком книжном в Нижнем Новгороде. Мне посоветовал эту книгу хозяин этого маленького книжного, и, собственно, я ее приобрела. Тут очень много иллюстраций, такой вот шрифт, есть ляссе. Красота, но еще не читала. Так, и последняя полка на этом стеллаже.
Тут сборная солянка, разные издательства, разные авторы. Все художественная литература. Одна книга тут моей свекрови, которую я так и не прочитала, еще ей не отдала, но я надеюсь, что доберусь когда-нибудь. Я даже не знаю, что про них рассказать. Вот есть 3 книги белых стихов. Тут в основном все... ну тут все не прочитанные. Вот здесь только прочитана первая книга «Дома в котором». Не принял меня дом, поэтому я ее решила оставить. И вот эту читала сейчас, буквально вчера бросила, потому что, это полный абсурд. Прочитала 225 страниц и не знаю, буду ли дочитывать. Такая она красивая, так мне нравится, но полная хрень. Так, а вот эта книга. Сейчас же нонфикшн закончился, и я была на паблик-токе от Альпины. И по совместительству это была презентация вот этой книги и еще одной. И я познакомилась с автором, который ее написала. И мне было интересно. Это семейная сага 3 поколений одной казахской семьи. Будет интересно прочитать. Меня прям по аннотации, по тому, что рассказывала автор на встрече, очень заинтересовало. И вот Альпина мне ее подарили. Так, все, здесь переходим дальше. Это у меня стеллаж такой полупустой. Сверху начинаем, значит, здесь 5 книжечек Агаты. И нечитанная только вечеринка в Хэллоуин. Я очень рекомендую вот эти 2. Конечно же. Вот одна покусанная, кошке тоже понравилась. И «Смерть на Ниле». Тут еще серия «Хороших девочек не убивают». Есть первая, как раз «Хороших девочек не убивают», но я ее сейчас читаю, поэтому тут 2, 3 части. И 3 свечки от Книголер. По книгам у меня 2 по «Унесенным ветром» и по «Маленькому принцу». Поэтому они пахнут невозможно вкусно. Понюхайте. Чувствуете? То-то же. Они же трещат обалденно. Вот, поэтому заказывайте свечи у Книголер. Дальше мой злополучный блокнот стикеров, который я так и не доделала. Вот все, что я сделала, это вот эту. Представляете? Я уже устала. Буду сегодня еще делать. Так, ладно, окей. Значит, следующая полочка. Тут у нас полностью корпус, запрещеночка, до самого рая. Дальше Дикер. Мне не хватает только одной. Исчезновение Стефани Мейлер. Но у меня скоро день рождения. Я думаю, что скоро она у меня появится. А вот однозначно советую трилогию про Маркуса Гольдмана. Это вообще просто фаворит. И недавно я дочитала «Загадку номер 622». Мне тоже безумно понравилось. Но для меня это больше книга не про расследование убийства, а про конкретного персонажа и про театральные эффекты. Вот. И осталось еще у меня вот это вот здесь не прочитано, ну и Стефани Мейлер. Дальше «Тайная история». «Щегол и маленький друг» пока тоже отсутствует на моих полках, но ничего. Франзен тоже весь еще соберется. И 2 Набокова. Но я их... Вот эту я начала, мне не пошло. Не знаю, может быть, когда-нибудь прочитаю. Не знаю, зачем они у меня есть. Итак, следующая полочка без книг, но полностью посвящена книгам. Тут у меня всякие мои блокнотики и канцелярия, которая мне нужна для аннотирования и для ведения. И очки, потому что по вечерам я, к сожалению, слепая. Так, здесь у меня, значит, есть такая чудесная ваза с закладками, наклейками всякими, стикерами и подобным. Мой читательский дневник. О, смотрите, выцветает. Странно. Почему только это? Окей. Дальше мой блокнот анализа, в который я пишу по тем книгам, которые хочу больше проанализировать и углубиться. Последний был «Шоколад». Дальше мой рабочий блокнотик, еще один рабочий блокнотик. Это мой следующий читательский дневник, любимый, пока что пустой, ждет своей очереди. Мой тоже блокнотик, какой-то файлик. Мой предыдущий читательский дневник, он уже закончился, к концу я уже устала его вести и просто вот так вот ставила оценки. И опа, все упало. И 2 следующих блокнотика героев.
по почтальонше. И такая вот тетрадочка от Berry Letter, пока не придумала ей назначение. Ну и, конечно же, iPad. Корзиночки, мои любимые корзиночки из джута. Тут у нас, значит, декоративные скотчи. У нас всякие хайлайтеры, ватные палочки, ручки мои любимые, канцелярский нож и чупа-чупс. Никогда не знаешь, когда захочется чупа-чупс. Я сюда складываю все, что мне нужно, когда хожу куда-нибудь читать вне дома. Такая вот штучка, эти блоки для записей. Это пленка. И еще одна корзиночка со сборной солянкой. Тут вот у нас кошка есть, шотландка. Вот это точная копия. Пока ее уберем. Обязательно клем для лук. Потому что, ну как без клема для лук. Бальзам для губ. Просто чудесный, замечательный мини-принтер, всякая лампа для чтения, пультик для закатной лампы, эти, скажите мне, двусторонние скотчи, моточки всякие для фотопринтера, пульт от кольцевой лампы и, короче, все подобное, все, что может в жизни пригодиться полезного и не очень. Последняя полочка с книгами. Тут все прочитанные. Я пока что сюда ставлю. Тут вот «Творцы совпадений», и «Если все кошки в мире исчезнут». Вот эту я очень рекомендую. «Творцы совпадений», в принципе, тоже. Дальше есть «Молиться, любить», «Рендум». Здесь я рекомендую «Дом на краю ночи». Это семейная сага 4 поколений итальянской семьи. Мне очень понравилось. С этой книги я, собственно, полюбила семейные саги. Дальше моя единственная, наверное, фэнтези-книга. Я ее купила из-за обложки, из-за цветного голубого среза, и она мне безумно понравилась. Это не прям фэнтези-фэнтези, но это вот из той области. Мне понравилось очень. Далее литература 18+, за которую мне стыдно. «Беда». Это вот если вам нравится сериал «Секс в большом городе», то прочитайте вот эту книгу, она классная. Вот эта вот «Красавица. На криви к дому». Эта книга самая необычная, наверное, в моей библиотеке, в формате переписки с иллюстрациями красивыми от норвежского автора. Мне очень понравилось. Вы ее прочитаете буквально за 20-30 минут. Она начинается очень безобидно, как, знаете, стандартный разговор попутчиков в поезде, а заканчивается она грандиозной историей о надежде и о семье, поэтому я рекомендую. Дальше книга, которая меня бесит, точнее автор, но у меня здесь очень много выделено цитат, которые мне очень нравятся, и я к ним периодически возвращаюсь. Наверное, вот это на реальных событиях, грустная книга, но классные истории. Я ее вообще за день прочитала, она шикарна. И свечечки тоже у меня тут. Последняя полочка у нас осталась. Тут просто все, что в ящике, знаете, не помещается. Тут все для нейрографики. Альбомы всякие, маркеры, линеры, карандаши. Классные пазлы деревянные, бумажные салфетки и 4 книги моего мужа по монтажу. Собственно, если бы этих книг не было, вы бы сейчас не смотрели это видео. В общем, показала вам свою библиотеку, рассказала про свои любимые книги и авторов, какие-то свои рекомендации. Надеюсь, что вам понравилось, было интересно, весело, полезно. Если да, то обязательно ставьте лайк, пишите комментарий и подписывайтесь на мой канал. Я буду рада вас тут видеть. А еще у меня есть телеграм-канал, где я вас тоже всегда очень рада видеть. Мы там постоянно книжки обсуждаем и всякое-всякое разное. Еще там кружочки. Вот, поэтому спасибо вам большое за просмотр. Желаю вам чудесных, потрясающих книг. Как камера близко. Чувствую себя странно. Вот, в общем, увидимся с вами в следующий раз.